Всем привет! WoW Classic подходит к концу. Подходит к концу, трубят со всех сторон. Каждый из моих коллег счел своим долгом снять прощальный видос и кинуть последнюю гору земли на похоронах Ванилы. И я, наверное, мог бы сделать то же самое, подвести заключительную черту, попрощаться с классикой и гордо уйти в закат. Точнее, в БК. Ну вот, что-то не хочешь совсем. Можно было бы, конечно, поддаться общим трендам, похаять близов за то, что обосрались, вспомнить все их фейлы за прошлый и текущий период. Ну, реально нет желания. А есть желание, наоборот, сказать слова благодарности и вместо негатива вспомнить все то хорошее, что было, и черт его знает, может будет в будущем. Потому что не было бы классики, был бы я сейчас в World of Warcraft вообще. Скорее всего, нет. Я с вселенной Warcraft почти с самого начала. Еще с того момента, когда мне на PlayStation попался диск со старой стратежкой Warcraft, второго еще тогда. Я залип надолго, потом увидел третий, потом и первую стартовую версию World of Warcraft. Ну, все рано или поздно имеет конец. И WoW для меня в том числе. Я уже на старте Легиона свернул игру и попрощался с ней, как мне казалось, навсегда. И как будто почувствовав то, что кто-то решил с него соскочить, Вов подослал ко мне Носталриус. Совершенно так ненавязчиво. Дядь, ну ты только одним глазком взгляни, помнишь, как было тогда? Помнишь, какие эмоции у тебя тогда возникали, как только ты ступил на землю Азерота? Тебя никто не заставляет возвращаться, просто посмотри на тот World of Warcraft, который тебя когда-то зацепил. И сработало. Идеально подходит фраза из «Крестного отца», сказанная в одном известном сериале. И когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня туда затащили. И как удачно Blizzard подхватили эту идею восстановить свои классические версии игры. Сейчас, глядя на скорый выход Burning Crusade, уже понятно, что все страхи и сомнения позади, и компания уже плотно села на курс реанимирования своих старых хитов. Чего боялись Blizzard? Конечно же, обвинений в своей неспособности делать что-то новое. И слава богу, что им хватило сил преодолеть эти предрассудки и приступить к делу. Говоря о том, как я на это смотрю, я могу твердо сказать: плевать. Абсолютно наплевать, пострадала ли имиджевая оболочка Blizzard или нет. Победители, как говорится, не судят. Это был шаг в темноту, неизвестный опыт, незнание, как отнесется к такому решению комьюнити. Вернутся ли старые игроки, зайдет ли WoW Classic текущим игрокам, сколько открывать серверов, вносить ли изменения в старой механики или оставить как было. Все это было неизвестно и породило множество ошибок, об которые спотыкались на протяжении всех этих 2 лет. И уже сейчас, как мне кажется, Blizzard стали уверенней и наконец поняли, как работать со старыми версиями своих хитов. Давайте по порядку пробежимся по всему этому пути и вспомним о всем том хорошем, что сопровождало нас все это время. Как я уже говорил, никто не знал, сколько игроков придет в классику. И потому Blizzard открывали сервера осторожно, с предварительной регистрацией ников, чтобы понимать хотя бы примерное количество аудитории. И, конечно, были опасения в том, что после спадения хайпа текущие сервера опустеют после, естественного оттока игроков. И, в принципе, так и произошло со временем. Но тут должна была спасти положение новая фишка Близов – слои. Технология, которой компания очень гордилась и возлагала на нее большие надежды. Да, конечно, нашлись противники этого изменения, как, собственно, и любого другого решения Blizzard. Форум WoW Classic, наверное, превратился в клуб ненавистников ванилы, который горячо хейтил любое решение Близов и не упускали случая похоронить классику преждевременно по любому поводу. Но, глядя на эту идею сейчас, я могу сказать, что Blizzard поступили грамотно. Нельзя было понять, сколько игроков придет в классику. Нельзя было спрогнозировать, как быстро они на нее забьют. Нельзя было заставить игроков равномерно распределяться по новым серверам. Конечно, если бы серверов открыли сразу много, это, возможно, было бы лучше. Но кто знал? Я могу с полной уверенностью окрестить Blizzard величайшими пессимистами в индустрии видеоигр. Они до последнего не верят в свои успехи. Так это было и на старте World of Warcraft, когда в магазинах в первые же часы смели все копии игры, а текущих серверов решительно не хватало. Аудитория росла с такой бешеной скоростью, что от такой динамики вполне могло снести башню. Так это было и на старте WoW Classic 2019. А чё уж греха таить, фразу Джей Алана Брека все помнят. Мало кто верил в такой приток игроков. Рекорды бились одним за одним. И рекорды по очередям на сервера, и рекорды по онлайну на трансляциях World of Warcraft. Я могу точно сказать, что для меня и моего канала это было сумасшедшее время. Стримы набирали огромное количество зрителей. Только один стрим в
второго дня открытия классики принес мне тогда 1500 подписчиков. Я боюсь представить, что было у топовых блогеров по той же тематике. Да даже стримеры и блогеры, не имея ничего общего с Вовом, повалили в классику за хайпом. Кого только можно было не увидеть. Совершенно неожиданные личности. Знал ли кто, что так будет? Судя по настроению двухлетней давности, когда офис Blizzard закидывали петициями с требованиями открыть ванилу, похоже, не догадывались. И самое удивительное то, что сами Blizzard не особо вкладывались в пиар предстоящего релиза. Да, была какая-то рекламка, видосики там какие-то на ютубе, но это так скромно, что почти ничего. Если вспомнить пиар-компанию Катаклизма, то там были вложены нереальные бабки. Blizzard после возросшей популярности дополнения «Гнев Короля Лича» могли себе такое позволить. А тут как-то даже обидно, что ли. Но в этом и феномен данной истории. Классику пиарили почти все. И абсолютно бесплатно. Это была какая-то массовая истерия, когда на стадии разработки классики любой слух моментально подхватывался и разрастался до масштаба сенсации. И чего греха таить, Blizzard неохотно делились деталями разработки ванилы. О том, что у них творилось в офисе, можно было просто догадываться. Это не современный Blizzard, сливающий даты своих релизов за месяц до официального анонса. В то время ощущался реальный информационный голод. После визита делегации на Сталариус в офис компании в Ирвине воцарилась мертвая тишина. Собираются они что-то делать, или это был просто показательный жест перед аудиторией, мол, нам ваши желания не пофигу. Было непонятно. Об этом периоде истории можно посмотреть по подсказке. Видео перевод Нана, гейммастера на Сталариусе, о диалоге с Blizzard и как все зарождалось. Пересказывать по второму разу долго, поэтому после пройдите по ссылочке и посмотрите, довольно интересный рассказ. Так вот, инфы было так мало, что такие новости, как то, что в команду разработки требуется специалист по каким-то там технологиям, моментально подхватывались и вызывали горячее обсуждение. Что это за технологии, сколько человек работает над классикой, есть ли в команде кто-то из бывших кураторов популярных пиратских серверов, никто не знал. Поэтому самим Blizzard, собственно, ничего делать не надо было. Игроки сами выпросили классику, то есть зародили идею ее создания, сами ее распиарили и сами подняли ее до заоблачных рейтингов после релиза. О таком можно только мечтать. Так что, несмотря на весь негатив, слои принесли свою пользу. Тут даже был неточно спрогнозирован период спада аудитории. Ожидалось, что слои отключат быстро, а по факту они дожили аж до 4-й фазы и отключили их сразу после проведения ивента по открытию врат Анкеража. Что еще можно вспомнить из негативного? Чего я лично плохим не считаю? Лаги. Да, любой крупный переход от фазы к фазе сопровождался дичайшими лагами. Фазу открытия Зульгурубы я хорошо помню, когда игроки просто повисли в тернистой долине где-то на час. Да, это неприятно. Да, это вызывает очередной хейт в сторону технической части серверов. Мол, вон на пиратках все работало, а у вас тут все через одно место. По большей части в этом, конечно, виноваты Близы. Я думаю, вина их сводится к тому, что они клятвенно уверяли, что все пройдет идеально. У них топовые технологии, они готовы ко всем трудностям и не лишат игроков того фана, который они заслуживают. Вот реально, если бы они поменьше рассказывали о том, что все у них пройдет хорошо, что вот мы провели стресс-тесты, выявили все проблемы, и в дальнейшем этих проблем не будет, то и спроса было бы меньше. А я еще как мальчик повелся на их песни, рассказываю на стримах: ребят, да вы не волнуйтесь, я был на стресс-тесте, там все работало, Близы молодцы, проблем не будет. Лаги — это нормально. Лаги уже мало кого пугают даже в 2019-м, учитывая тот факт, что проблемы тут же исправлялись и сервера выруливали на стабильную работу достаточно быстро. Через эти лаги народ бы переступил и не обратил бы на них внимания. Но чего аудитория не может простить, так это неоправданное ожидание. Когда заверяют, что все будет хорошо, а по факту не очень, то это печально. Но как бы там ни было, каждое крупное событие хорошо отложилось в памяти и принесло определенную долю фана. Да, даже стояние в лагах и попытки проскочить через толпу ауешащих магов на входе, это было прикольно. Не все же в самом деле сводится к каждодневному фарму инстов, иногда и поучаствовать в такой движухе тоже довольно весело. Вообще, я для себя пришел к выводу, что классика — это прежде всего фан. Это не про киберспорт, это не про топовое ПВП, а больше места, где можно на какое-то время погрузиться в эту атмосферу жужжащего улья, где игроки сами создают и переживают самими же созданные события. Иногда может показаться, что Blizzard не видели очевидных проблем, не вмешивались, потому что что-то там не замечали.
По факту же мне кажется, что в какой-то мере они не хотели нарушить вот этот вот социальный движ. Сейчас можно по-разному говорить, правильным ли было включение PvP-системы на серверах без полей боя. С одной стороны, это превратило сервера в подобие ада на земле, когда все везде убивалось. В погоне за PvP рангами у игроков напрочь атрофировалось всякое подобие честной борьбы, и на первом месте стояла только практическая выгода. Никому не сдались эти гладиаторские бои, поэтому кемпить полетки и стоять на входах подземелья с целью получения хонора было нормально. В какой-то мере это даже сняло розовые очки с определенной части игроков, которые, наслушавшись романтических рассказах о прелестях World PvP, это World PvP увидели в реале. Тогда и появилась еще одна социальная часть игры – командное взаимодействие. Когда в одиночку в инст ты дойти не сможешь, что передвигаться по спорной территории можно только в составе рейда, а то и 2 рейдов. Когда я первый раз увидел, как рейды выдвигаются на полетке одновременно по отчету таймера, это было нечто. Потому что никому не было известно, какая опасность ждет с той стороны, не встретит ли игроков на той точке рейд противника. Такая слаженность, наверное, и останется в классике, поскольку в будущем флаймаунты эту проблему решат, и опасность открытого мира как таковая перестанет существовать. Blizzard дали на какое-то время игрокам почувствовать этот фан, но, как и во всем, нужна мера, поэтому в какой-то момент почувствовали, что теряют более-менее невоинственную аудиторию, сделали послабление и врубили поля боя раньше второй фазы. Можно их за это ругать? Думаю, наоборот. Воссоздание подобного экспириенса пошло только на пользу и укрепило социальную составляющую классической версии World of Warcraft. Сейчас, наблюдая очередную волну хейта на форумах в сторону классики, я хочу ответить игрокам, которые хоронят ванилу еще с момента зарождения идеи ее создания. Основная тема — это куда делись ванила бои, топивших за классику несколько лет назад. Скажите спасибо этим ванилым боям за тот опыт, который благодаря их усилиям получило WoW-сообщество. И не нужно винить игроков, которые стремятся к динамике и развитию их любимой игры. Не секрет, что все рано или поздно подходит к концу, и даже такие хиты, как WoW Classic, тоже не могут держаться на хайпе бесконечно. Поэтому, несмотря на множество претензий к Blizzard, хочется поблагодарить их за те 2 замечательных года, которые они нам подарили. И кто знает, может быть, ванила обретет второе дыхание через какое-то время, когда страсти по БК улягутся. Это все зависит только от нас с вами. Ну а я по-прежнему остаюсь с вами и продолжу освещать события в классике и последующих ее дополнениях. Всем удачи, не болейте!